Привет, друзья! Вы на канале «Путешествуй вкусно». Меня зовут Кирченко Юлия, и сегодня мы вновь гуляем по Москве. А маршрут у нас будет следующий. Первое – это дом Яйцо на улице Машкова, Чистые пруды, улица Лысницкая, Лубянская площадь, смотровые Лубянской площади, 3 у нас их будет, Детский мир с музеем игрушек, Никольская улица. Ну и, конечно, мы что-нибудь вкусное попробуем, и я вам покажу, где очень приятно можно перекусить после прогулки. Дом Яйцо – очень интересное здание, оно входит в рейтинги самых необычных домов в архитектурном плане в Москве. Вот, построили его в 2000 году. Там, кстати, висит табличка, там целая компания архитекторов. Вот, и он до сих пор не продан. То есть он стоит уже 24 года. Там было 2 владельца. Вот. И один из них сделал ремонт, но когда этот ремонт увидел архитектор главный, он пришел в ужас, потому что он не понимает, как там можно жить в бытовом плане для такого ремонта. В настоящее время стоимость этого дома оценивается порядка 6 миллионов долларов, а цена варьировалась от 20 миллионов, соответственно, от до 6. И вообще непонятно, что делать с этим домом. То есть он стоит бесхозный. Кто-то из обеспеченных, богатых людей стесняется его купить, потому что там непонятно, как жить. В общем, есть желание сделать из этого дома музей там, на стыке 19-20 веков искусства, а вообще в идеале сделать музей Фаберже. Но вот примет кто-нибудь такое решение, не примет. Вот он, видите, встроен как будто бы... Ну, он оформлен как флигель вот к этому 8-этажному дому. Ну, вот табличка, где указано архитектурное бюро Сергея Ткаченко. И, собственно, кто ему помогал в строительстве этого уникального здания. Предполагалось, что в этом доме будет художник Никос Сафронов, но по каким-то причинам не срослось и это мероприятие. И вот он, одинокое яйцо в центре Москвы. Мало кто знает, что есть такое здание. Я его, в принципе, давно знаю. Но благодаря тому, что сейчас снимаю ролик, более погрузилась в его историю. В общем, я здесь тусила очень много на этой улице. Вот. Там еще на углу есть Сильверс бар, наш любимый ирландский паб. Вот, Жан, привет. В общем, это здание находится рядом с Покровкой, между Покровкой и Чистыми прудами. И вы всегда можете пробежать, посмотреть его. Потому что одно дело посмотреть на видео, другое дело своими глазами. Несмотря на свою оригинальность, понятное дело, 6 миллионов долларов весьма завышенная цена, потому что на 6 миллионов долларов можно купить недвижимости по всему миру, вплоть до Нью-Йорка, я так полагаю. Ну уж точно в Техасе и в Сочи, но и в Москве. Представляете, сколько в Москве можно купить недвижимости? Вот, но такое ценообразование. Двигаемся дальше к Чистым прудам по улице Чаплыгина. Чем она знаменита? Здесь находится латвийское посольство. Вот обратите внимание на стилистику здания, на барельефы. Сейчас в Латвию, конечно, нам сложно попасть, но можете прикоснуться к ней на улице Чаплыгина 3. Покупала на рынке в Риге конопляное масло и балтийскую килечку. Очень вкусно было. Вообще в Москве очень много интересных зданий с точки зрения архитектуры и эстетически очень приятно смотреть. Это здание посольств разных стран. Одно из самых моих любимых – это посольство Бразилии. Вот такой замечательный, красивый дом, смотрите, вот с такими вот ангелочками. А чем он интересен? Здесь Алексей Максимович Горький жил и встречался с Владимиром Ильичем Лениным. Вот так гуляешь по Москве и даже без всякой подготовки можешь обращать внимание на таблички и прикасаться к истории. Кто бы мог подумать, где только Горький с Лениным у нас не бывали. Ну и вот, наслаждаясь архитектурой, можно пройти и дойти до Чистых прудов. Рядом с какими-то архитектурными, прям совсем домами, есть вот такие более современные здания, наверное, 80-х годов, может быть, 70-х. Вот такие обустроенные скверики. Да, сейчас такая погода относительно гулятельная, но, тем не менее, при желании все равно дорожки почищены. Вот неожиданно идешь, выходишь, и у тебя такое интересное здание, как будто бы замок. В таком вот старинном замке Дворец творчества детей и молодежи на Стопани называется.
Если в предыдущем здании бывал Владимир Ильич с Горьким, то в этом здании неоднократно бывала Надежда Константиновна Крупская, большой государственный деятель и друг детей. В течение нескольких минут вы можете побывать в 3 местах, где бывал, или как-то они связаны с Владимиром Ильичем, Надеждой Константиновной и Максимом Горьким. Дом на Чаплыгина, дом в скверике по пути к Чистым прудам, и вот памятник столетию рождения Владимира Ильича. Памятник называется «Ленин гимназист». Здесь мы выходим к метрополитену, к Чистым прудам и к Бульварному кольцу. И тут же находится театр СССР, Калягинский театр. Когда-то здесь была церковь, но и очень неплохой театр. Помню, была я там на спектакле «Пожары», 3 часа слез. Интересно, показывают ли его еще? Пишите в комментариях. Москва, помимо того, что она архитектурная, она еще очень театральная. Огромное количество театров, не все еще уехали. Можно насладиться разными постановками, классическими, современными. С учетом того, что здесь недалеко находится казахское посольство, здесь находится памятник казахскому поэту-мыслителю Абай Кунбаев. А вообще это местечко называлось Окупай-Абай, когда лет, наверное, 12 назад здесь собиралось много людей. Сейчас повернем за угол и придем к Чистым прудам. Несмотря на то, что сейчас такая вот погода странненькая, вот он Чистый пруд. Почему он чистый? Потому что его в свое время вычистили, а до этого он назывался Поганым. А почему Поганый? Потому что рядом Мясницкая улица, и, понимаете, да, остатки отхода сбрасывали в этот пруд. То есть он был зловонный, ужасный, какой-то, знаете, такое болотце. И еще есть несколько предположений, почему он был поганый. Во-первых, язычников называли поганусы. И якобы с ними расправлялись и тоже в этот пруд сбрасывали. А во времена Петра I, когда он ездил из Кремля в немецкую Слободу, как раз проходила дорога, Меньшиков приказал этот пруд вычистить. И в дальнейшем здесь стали жить разные богатые обеспеченные люди тех времен. Купцы, предприниматели, дворянство различное. И вот все это место облагородилось, и с той поры он называется Чистым. Если посмотреть налево, то мы как раз уже увидим театр «Современник». Друзья, вот она. Началась прогулка по основной части улицы Мясницкой. Там много очень красивых зданий. А сейчас мы подошли к служебному корпусу отделения почтовых карет и бриг. 1855-56 год постройки. Почтамт находится на реконструкции. Вот он сейчас в таких вот строительных сетках. Вот. Но когда сделают, я думаю, будет очень интересно. Будет желание, можно зайти, как я, вот сюда вовнутрь, посмотреть, что внутри происходит. Почтамт, конечно, старый, но вот современное отделение, пожалуйста, во дворах. И посмотрите, сколько предстоит работы, чтобы это все привести в порядок. Надеюсь, хватит финансирования. И сейчас мы заходим на улицу Мясницкую, где очень много красивых, потрясающих зданий. Сзади меня находится чайный дом. Потрясающее красивое здание, видите, в таком китайском стиле. Китай же у нас родина чая. Пойдемте посмотрим. Слушайте, ну это вот прям Китайская Народная Республика в самом центре Москвы. Фасад с кусками гранита. Очень красивые китайские мотивы вот с этими вот не самураями, конфуциями. Ну что, пойдемте посмотрим, как внутри. Запах чая стоит, потрясающие китайские вазы с сюжетами жизни китайских народных товарищей. Вообще этот чайный дом, он напоминает музей. Здесь есть часть, где показаны какие-то экспонаты старых времен с описанием. В 1895 году началось строительство вот этого здания. Это рай для любителей чайной заварки. Потрясающие чайные наборы с не очень демократичной стоимостью. Наверное, они того стоят. И тут же китайское великолепие. Конечно, тут вкусняшки всяческие. Слушайте, как в музей какого-то конфетного царства попадаешь. Тут тебе и Ильич конфета называется, и царские с Петром Первым, и Гагарин. Тут такие запахи, какая-то клубника, земляника,
смесь ароматов. Еще подходим к части, где находится кофейный отдел. С ума бы не сойти от этого великолепия. Кстати, посмотрите. Мишки на севере на красной машине. Вот. Друзья, если у вас нет возможности побывать в Китае, то можете прийти на улицу Мясницкая и окунуться в эту атмосферу великого китайского искусства. Вообще улица Мясницкая была первой улицей, в которой сделали центральное освещение. Сначала это было газовое освещение в 1870 году, а через пару десятков лет сделали электрическое освещение. Еще это первая улица, по которой был запущен общественный транспорт. Посмотрите, какие фасады обалденные совершенно. 1903 год. Друзья, перед вами высшая школа экономики. Там, конечно, очень дорого учиться, но, возможно, кто-нибудь из молодежи сподобится. Смотрите, какое великолепие, дворец. Новый театр там находится. Вообще потрясающее здание. Друзья мои, мы постепенно выходим к Лубянской площади. Вот он, великолепный вид глобус. Туда мы заходить не будем, потому что это искушение потратить много денег. А на Лубянской площади мы посмотрим 3 основные смотровые. На 2 мы побываем, а 3-ю я покажу вам в темное время суток. Я здесь остановилась, чтобы сказать вам, что здесь лучше не останавливаться. Пойдемте иначе. На рубеже 19-20 веков в здании Лубянки были доходные дома страхового общества «Россия», а после революции здание сдали московским чекистам. Потому-то в народе и говорили, что здесь был госстрах, а стал госужас. Не безосновательно. Друзья, ну вот мы находимся на Лубянской площади. Перед вами музей Маяковского. Здание КГБ бывшее, сейчас это ФСБ. Также на этой площади находится знаменитый центральный детский магазин «Детский мир». Никогда там не была, мы с вами сейчас туда сходим. Вот. И на этой площади есть 3 смотровые площадки. В детском мире находится, 2-я находится в торговом центре «Наутилус», мы сейчас туда пойдем. Ну и 3-я находится отель «Никольская». Очень крутой отель. Лубянка вообще очень странное такое место, но одно из прекрасных мест в Москве, с другой стороны, неоднозначное. Почему такое название? Иван III переселил туда новгородцев, а новгородцы на своих территориях дома обшивали березовым лубом. Ну вот, собственно, такая причинно-следственная связь и рождение этого названия. Если вы гости столицы и можете себе позволить, ссылка будет в описании, через Котель-Ок можете забронировать этот отель. Совершенно прекрасно, с потрясающими завтраками, обедами, ужинами, с невероятной атмосферой. Настоятельно рекомендую. Идем наверх на смотровую и пробовать офигенную пиццу ТЦ «Наутилус». Ну, друзья, мы пришли вот в этот секретный бар, не все его знают, ну, многие, конечно, знают, но не все. Здесь что интересно, здесь очень большой выбор крафтового пива, ваше здоровье. А еще здесь вот такая вот офигенная пицца. Вот. В данном случае это с пармой, с пармезаном. Это я готовлюсь к поездке в Парму. Сейчас мы ее попробуем. Сразу вижу, что тесто тоненькое. Очень много вот тянется прям. Очень много пармезана. Пармезана и пармской ветчины. Тонюсенькое тесто, руккола. А еще здесь офигенная смотровая площадка, как я и угрожала вам. Поэтому, если вы устанете от прогулки, замерзнете, возьмите себе бокальчик пива и вот такую прекрасную пиццу. Там много разных видов. В данном случае нужно побольше сил, чтобы идти дальше, показывать вам Москву. Ну что, друзья, идем в музей игрушек и на смотровую, которая находится в универмаге «Детский мир». Никогда не заходите не в ту дверь. Ого! Ничего себе! Неожиданно. Очень неожиданно. Значит, такой интересный факт. Смотрите на вот этот вот механизм. Самый большой часовой механизм в мире.
5000 деталей. Так и не скажешь. Как там? Я летала на метле и была на веселе. Я была на веселе и летала на метле. Ой, как бабки-ешки-то отдохнуть в домике. Вот, кстати, интересный отдел. 4 глаза. Здорово. Надо будет купить себе телескоп обязательно. Смотреть на звезды. Это Мася. Вот это моя Мася. Прям хоть покупай. Но она у меня дома живая, бегает. Сколько стоит Мася? Сколько такая собачка стоит? Шпицуля 1290. Мася 1000. Долго? В течение часа. А, да? Мало? А Прикольно. Это для интеллектуалов или тупых? Для рукастиков. Это для профилактики деменции? Типа того, да. Мася для профилактики деменции. Думаешь, пора уже? Конечно. Да, совершенно узнаваемые игрушки. Эти вот и Гагарин. И вот, пожалуйста, Эйнштейн. Инопланетянин. Есенин, Пушкин. Очень прикольно. Вот не зайдешь в магазин и не узнаешь, что есть в современных игрушечных развлекательных трендах. Да. Ой, где же наше детство-то? Ну, по большому счету, обычный торговый центр. Что нас интересует, это музей детства, смотровая площадка. Все остальное тут, ну, понятно, ну, всяческие брендовые магазины. В каком бы возрасте вы ни были, всегда хочется оказаться в детстве. Смотрите, сколько мишек. И подписано, какие года. А вот самый старый мишка, ровесник этого здания, Матроски. Слушайте, это прям какой-то детский восторг. Вот эти вот наши деревянные, конечно, игрушки. С ума сойти. А вот этому медведю уже, говорят, лапу оторвали. Вот самые мои любимые игрушки в детстве, это были вот эти. У меня была большая коллекция, она утрачена, я даже не знаю, куда она делась. Там были индейцы, неандертальцы, ковбои, викинги. Модельное наследие тоже мы очень любили их в детстве. Модельки всяческие. А вот БелАЗ. Таких в моем городе родном было очень много. Даже 150-тонники были. Стенд из моего детства. Вот такой футбол у меня был. И вот такая была электроника. Здесь написано «Веселые футболисты», а у меня был волк с яйцами. Друзья, ну, музей детства – это, конечно, восторг. Я думаю, все, кто 74, 75, а также 80-е, 90-е, они найдут здесь что-то из своего детства, что там у них затронет. Ну что, пойдем смотреть на сногсшибательный вид? Это просто вау какой-то. Две предыдущие смотровые не дотягивают. Это лучшее. Центр как на ладони. Лубянская площадь. Да, вид самой Лубянки с тех смотровых лучше, но здесь лучший вид на Москву. Какие-то тысячи пластинок создаются, дополнительный декор и нарядность. Слушайте, я в прошлом году в 10 странах была, совершенно в разных. Дружественных, недружественных. И несмотря ни на что, лучше Москвы нет. Лучший город Земли. Не видно. Друзья, открывается обалденный вид на всю Москву, хотя много смотровых площадок в Москве. Это и Москва-Сити, и Останкинская башня. Но вот отсюда сразу видна дом на Котельнической набережной, одна из высоток сталинских в Москве. Прекрасный вид на Политехнический музей, Лубянская площадь, места, где мы с вами смотрели с других ракурсов. Красная площадь, Государственная дума, Four Seasons отель. Сейчас не видно, но
Блин, загораживает, и погода не очень. Храм Христа Спасителя, кстати, виден. В общем, обязательно к посещению это место, оно потрясающее, несмотря на погоду. Сейчас пойдем немножко по Никольской прогуляемся, и я покажу, где там можно, если вы проголодались, перекусить. Ну что, уже свечерело, стемнело, и сейчас будет Никольская во всей своей красе. Друзья, эпогей прогулки сегодняшнего вечера – это улица Никольская. Она совершенно прекрасная с точки зрения исторической, с точки зрения визуальной, огней, возможности сделать какие-то фотографии, селфи. Никольская – одна из старейших улиц Москвы, существовавшая еще в домонгольский период. На своем веку она видела многое. Крестные ходы во время эпидемий, торжественные шествия в честь первых Викторий Петра I, коронация императоров и отряды революционных солдат. Так скользко было, что я упала. В конце 17 века Никольская считалась центром иконной торговли Москвы. В районе Печатного двора располагалось более 10 лавок, торговавших рукописными образами. Позже здесь открылось первое высшее учебное заведение в России и первая типография. Позже Никольская стала настоящим центром просвещения. В начале 19 столетия здесь располагались 26 книжных лавок из 31 работающей в Москве. Сразу после революции Никольскую переименовали в Октябрьскую, но через год решение отменили. В столице оказалось столько объектов с таким названием, что в них просто терялись городские службы. С 1935 года она стала именоваться улицей 25 октября в честь даты начала революции. Историческое название вернули только в 90-м. Друзья, если вы устали, проголодались, замерзли, прекрасное место вокруг света, очень много фудкортов разных, со всех стран мира. Наливают, кормят. Проходите. Фудкорты очень модная тема в Москве. Но я думаю, что и не в Москве тоже. Много где в России они встречаются. И достаточно прийти, и можно попробовать разные кухни мира в достаточно неплохом исполнении. Бывают тут и концертные программы, ну, там, крафтовые, пивные, там, просто там вина можно попить. В общем, приятно провести время, там, поболтать с друзьями, встретиться, разного попробовать. Короче, здоровская тема. В Москве их там очень много клевых таких мест. Вот одно из них «Вокруг света» называется. Друзья, мы на Тверском проезде. Это маленькая улица, где-то порядка 100 метров. Вся в брендовых магазинах. Но смысл ее был в другом. Вернее, наверное, в том же. Это вот короткая улица, которая была в магазинах. Я говорю, что Rolls-Royce стоит, и там мало кто затаривается, но вот пропустили. Богатые вообще не плачут. Сами бренды покупают. Здесь, смотрите, какой нарядный, а? Вот это я понимаю, украсили. Могли бы африканскую страну электричеством облагородить.